В студии канала «Давай запишем» Александр. Всем привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас на повестке снова студийный звук. И в гостях у нас сегодня новинка от компании Presonus. Это студийные мониторы ближнего поля R65V2 и R80V2. Давайте знакомиться. Исходя из названий, несложно догадаться, что эти колонки имеют внизу 6,5 и 8 дюймов соответственно. А что касается верха, то это один и тот же высокочастотный драйвер, разработанный по технологии Air Monitor Transformer, который по заявлению производителя обеспечит точное воспроизведение высоких частот за счет того, что тонкие изгибы мембраны, менее 0,01 мм, дают мгновенное перемещение твиттера. И именно таким образом достигается высочайшая точность передачи звуковой волны и всех транзиентов. Помимо всего прочего, вот этот уникальный дизайн позволяет обрабатывать площадь проецирования в среднем в 10 раз больше, чем это делают традиционные конструкции твиттеров. А благодаря этому расширяется зона расположения точки прослушивания, минимизируется отражение от стола, пола и других поверхностей, звук становится предсказуемым и согласованным, даже независимо от перемещения в другую среду прослушивания. Красиво звучит, правда? И что тут скажешь? Конкуренция на рынке просто огромная, и, видимо, поэтому инженерам-разработчикам теперь не до сна. Изобретают просто бесконечно. И знаете, за последнее время приходилось вычитать столько нового про какие-то сверхтехнологии и ультрасовременные материалы и компоненты, что глаза просто разбегаются, когда ставишь себя на место покупателя. Но благо есть у нас еще и уши, и выбор всегда остается за ними, кто бы там что не писал. Вот и сегодня мы будем оценивать возможности этих мониторов исключительно по звучанию. Но прежде традиционный набор цифр, на которые мы обязательно смотрим при выборе той или иной модели. Значит так, мощность низкочастотного усилителя у этих экземпляров одинакова, 75 Вт, и та же история с усилком высоких частот, это 65 Вт. И здесь, и здесь. Но несмотря на это, все остальные показатели одинаковыми уже не назовешь. Частотный диапазон у шестерок 45-22 тысячи Гц, у восьмерок 40-22 тысячи Гц. Звуковое давление у меньших 104 дБ, у побольше 107. Кроссовер свою функцию выполняет на границе 2,7 и 2,6 кГц. Ну и наконец, весят они, что совершенно естественно, тоже по-разному. Шестерки 6,65 кг, восьмерки ровно 9. Что еще? Фазоинверторы традиционно для пресонусов спереди, если не брать в счет модели с совсем маленькими динамиками. И еще одна вещь из разряда постоянной – это акустические настройки. Переворачиваем колонку и прям такое Эрис дежавю. Но с другой стороны, а чего выделываться-то? Работает и очень, кстати, неплохо работает. Так что пока можно оставлять все как есть. Что именно? Срез низких в двух вариантах, регулировка средних и высоких частот, а также 3 позиции Acoustic Space. Это та самая функция, которая помогает подправить какие-то проблемы с помещением. Это, конечно, не панацея, но какая-то компенсация все-таки возможна. Ну и последнее – это типы подключений. Как видите, все они по-прежнему на месте и в полном составе. А теперь, друзья, внимание! Неслыханный аттракцион щедрости от компании Presonus. Приобретая любую из этих моделей, вы становитесь счастливыми обладателями комплекта музыкального софта Studio Magic специальной версии, которая, так на минуточку, стоит порядка $1000. И там вы действительно найдете очень много всего интересного. От лупов и плагинов до самого Studio One Prime. Круто! Что-то я даже не припомню, кто из мониторщиков подкидывает подобного рода подарки. Кстати, самый важный вопрос, и чуть его не упустили. Денежка.
Товарищи, за 6,5 дюймов в единственном экземпляре надо приготовить ни много ни мало 29,5 тысяч рублей. Ну а за колоночку побольше еще плюс 9. Вот такие вот дела. Что ж, давайте пойдем слушать, как эти цифры преобразовываются в звуки, и после поговорим о том, что удалось услышать. Ну что, друзья, товарищи, послушали. Понятно, что вы сейчас снова слышали ушами нашего микрофона, и все через разную акустику. Но так или иначе, какие-то впечатления у вас наверняка появились. Пишите нам об этом. Что касается наших личных ощущений, очень неплохо. Что-то такое вроде продвинутого Эриса с некой повышенной детализацией и прозрачностью. В общем, денег своих они точно стоят. Шестерки или восьмерки — это зависит только от размеров комнаты, разумеется, подготовленной. Ну и еще одно, что скажу, это то, что пресонусы надо очень четко уметь понимать и знать, в каких стилях музыки они отрабатывают по максимуму. Не будем удивляться, такие категории измерения сейчас становятся все более и более актуальны. Все, друзья, на этом будем закругляться. Всем спасибо за внимание, всем творческих успехов и до новых встреч на нашем канале. Понятно, что вы сейчас снова слышали ушами нашего микрофона и все через разную акустику. Но так или иначе, какие-то впечатления у вас наверняка появились. Пишите нам об этом. Что касается наших личных ощущений...